можем видеть какие-то новые позитивные тренды на Ближнем Востоке, но боюсь, что эти тренды, они не будут так сильно заметны в ближайшее время. Надо смотреть вперед немножко дальше, потому что та ситуация, когда люди участвуют в создании своего будущего, это очень важный тренд на Ближнем Востоке. Вопрос в том, что Израиль может сделать, чтобы свой позитивный вклад внести в общий процесс, который сейчас происходит на Ближнем Востоке. И, как генерал сказал, мы должны настаивать на мирном урегулировании с палестинцами, но несчастье в том, что палестинцы не хотят этого пока. Они считают, что в нашем лице они не видят партнера, в лице текущего правительства Израиля. И кроме того, мы должны помнить о том, что они сейчас предпочитают не участвовать в процессе мирного урегулирования. Почему? Потому что они понимают, что их цели и намерения не добиться путем переговоров, поэтому они сейчас предпочитают идти другим путем, добиться международного признания их прав, а не заниматься мирным урегулированием. Поэтому посмотрите, 3 года назад их ответ на щедрое предложение израильского правительства. Они не сказали ни да, ни нет, они просто исчезли, не дав ответа. То есть сейчас мы понимаем, их тактика проста. Они просто хотят застолбить за собой их права, а не сидеть за столом переговоров и решать проблему. Но я думаю, что мы можем что-то позитивное все-таки в данном случае сделать. Я понимаю, что сложно. Я могу вам объяснить много причин, почему мы не можем сейчас добиться перманентной мирной договоренности. Но хотя бы какой-то переходный период с какими-то договоренностями переходного периода для того, чтобы улучшить ситуацию на месте, это то, чего мы хотим, и что, мне кажется, возможно. Понимаете, мы сами в этом заинтересованы. Не потому, что это кто-то хочет, чтобы мы сделали, мы сами хотим нашим гражданам обеспечить мирную жизнь, и я верю, что мы сможем, конечно, увидеть эти позитивные изменения. Основными двигателями процессов являются отдельные страны и инициативы отдельных стран, которые меняют политический ландшафт. Как пример, просто достаточно сказать, что вот Россия заблокировала резолюцию по Сирии, и изменился ландшафт в значительной степени на Ближнем Востоке, как, впрочем, и в мире в целом, в связи с сирийской проблемой. Поэтому я бы, может быть, продолжил вот идею насчет роли Ирана. Это действительно главный вопрос противостояния между ближневосточным блоком суннитских арабских государств, плюс Израиль, плюс Соединенные Штаты, которые за ними, Европа в значительной степени, иранской угрозе, которая сейчас воплощается, имеет новую форму выражения в связи с сирийской проблемой, ибо это имеет прямое отношение к нашему разговору. Я напомню, что буквально на днях, 3 или 4 дня назад, господин Ахмед, который уполномочен от Фатха вести переговоры о возобновлении, о восстановлении мирных отношений с Хамасом, достаточно откровенно заявил, что за Хамасом стоит Иран, который продолжает вооружать хамасовцев, подталкивать их к тем действиям, о которых говорили наши израильские коллеги. И здесь возникает несколько вопросов. Если взглянуть на ситуацию немножко шире, то мы видим, что происходящее в Сирии имеет серьезное воздействие на ситуацию в Газе и на Западном берегу. То есть Хамас вытесняется, точнее он сам
уходят, лидеры Хамаса уходят из Сирии, из Дамаска, переводят свои штабы в другие арабские государства, и в Катар, и в Египет, и частично в Иорданию пытаются. То есть мы имеем дело вот на протяжении, может быть, последних 2-3 недель с процессом, который бы я назвал арабизацией Хамаса. Арабизация Хамаса. Но еще останки влияния на Хамас Ирана ощущаются, то, о чем говорили, и будут ощущаться, потому что Иран явно ужесточил свою позицию, начал оказывать гораздо более сильное воздействие на Хамас с тем, чтобы хамасовцы атаковывали Израиль. Но общий тренд, арабизация Хамаса, когда руководство Хамаса будет находиться под большим воздействием со стороны их исламских братьев в Египте и руководства Египта, армейского руководства Египта, с одной стороны, это главная база, да, Хамаса, если расширяем дальше, будет ощущать на себе воздействие Саудовской Аравии, Катара и других арабских монархий, которые озабочены гораздо больше, чем то, что происходит между Израилем и Хамасом и Газой, гораздо больше озабочены противостоянием Ирану. То есть иранский фактор сейчас работает, очевидно, на сплочение противостоящего ему блока, и возможно, что это скажется как-то на снижении, ну, во-первых, на переориентации хамасовского руководства, что уже началось. В какой степени эта борьба проиранского направления и проарабского внутри руководства Хамаса сейчас ужесточившаяся эта борьба, к чему она приведет, я думаю, что все-таки именно к победе проарабски ориентированных лидеров, и возможно, что здесь уже нащупывается та новая ситуация, когда Хамас будет находиться под воздействием, большим воздействием. Да, я напомню, что Хамас игнорировался, был изолирован арабскими монархиями Саудовской Аравии до последнего времени из-за его связи Хамаса с Ираном. То есть теперь он вписывается, Хамас, в ткань исламских движений и отношений идеолого-политических в регионе, и в значительной степени ослабленный за счет всех этих изменений будет находиться под воздействием умеренного широкого арабского блока. Это в какой-то степени может рассматривать как фактор стабилизирующий или обнадеживающий. Да, это гораздо лучше, чем иронизированный Хамас. За последние десятилетия роль международного сообщества и в лице квартета, и в лице Организации Объединенных Наций подверглась серьезной эрозии. И здесь можно назвать целый ряд причин, почему это происходило. Ну, начнем с того, что серьезно изменилась обстановка на Ближнем Востоке. И вся сама международно-правовая, международно-нормативная база, на которой строились прежде все попытки урегулирования конфликта со стороны международного сообщества, она в значительной степени устарела. Мне кажется, что это одна из важных причин, по которой все усилия международного сообщества упираются в какой-то тупик и не приводят к какому-то развитию. Важно также и то, что за последние десятилетия политика двойных стандартов, применяемая во всем мире в различных конфликтных ситуациях,
она также в значительной степени дискредитировала роль международного сообщества и привела к тому, что в результате утверждаются те результаты, которые, на местах, которые достигаются с помощью силы, но не на основе каких-то международно-правовых, не на основе международно-правового регулирования. И вот здесь я вижу серьезную проблему, которая, видимо, стоит перед всеми государствами мира, перед всеми международными организациями. Именно пересмотр нормативно-правовой базы урегулирования ближневосточного конфликта, видимо, стоит сегодня в повестке дня. И здесь я вижу и проблему с беженцами, и проблему границ, и многие другие проблемы, которые следовало бы сегодня рассматривать совершенно под другим углом и с учетом тех реалий, которые сложились в регионе на сегодняшний день. И здесь мне кажется, что и Россия могла бы сыграть роль как инициатор каких-то новых подвижек в этом направлении, и, вероятно, можно было бы использовать и ту ситуацию в арабском мире, которая сегодня... Так, видимо, у нас опять какая-то небольшая техническая проблема. Да, которая сегодня складывается для того, чтобы каким-то образом продвигаться по пути инноваций в разработке новых подходов, новых международных норм.